Джинни, волонтер-смотритель, узнала о котенке, нуждающемся в помощи. Работники близлежащей университетской столовой заметили хромающего котенка, когда они выбрасывали мусор. Позже он спрятался в мусоре и не двигался, поэтому они связались с Джинни. Джинни нашла котенка, он был холоден на ощупь, тощий и очень вялый. Лежа в переноске для кошек, он едва мог держать глаза полуоткрытыми. Джинни принялась за работу, сначала пытаясь нормализовать температуру его тела. Я завернула его в теплое одеяло, села с ним на колени, рядом с обогревателем, и просто разговаривала с ним, делится Джинни. Котенок был настолько слаб, что она не была уверена, переживет ли он ночь. Я думала, что даже если он не выживет, то, по крайней мере, он испытает любовь и тепло. Я решила назвать его Уэсли в честь персонажа из «Принцессы-невесты», потому что он тоже пришел ко мне почти мертвым, и я надеялась, что он выживет. Был момент, когда Джинни потянулась, чтобы погладить котенка. Он слегка отпрянул, но что-то вызвало его мурлыканье, и последовало очень тихое урчание. Он поднял голову, чего раньше не делал, и посмотрел на меня. Я решила, что он достаточно разогрелся, чтобы немного поесть. Я дала ему еду, и он сразу же ее проглотил, делится Джинни. Это был поворотный момент, когда я начала надеяться, что он выживет. Той ночью Уэсли заснул довольный, окруженный теплом и любовью со всех сторон. На следующий день Уэсли проснулся, чувствуя себя намного лучше. Ветеринар, которого они посетили, оценил его возраст в 7 недель и определил причину его хромоты. У него поврежден 7-й поясничный позвонок и 1 крестцовый позвонок. Это не сильно ограничивает его движение, и врачи не рекомендуют исправлять это хирургическим путем. Они посоветовали нам следить, чтобы он не становился слишком активным. Ветеринары сомневались, сможет ли Уэсли пользоваться туалетным лотком самостоятельно, но у решительного полосатого кота были другие планы. Как только его лапы восстановили силы, он встал и быстро нашел туалетный лоток. Не теряя времени, он, несмотря на все трудности, научился им пользоваться. Аппетит у котенка увеличился, и он начал набирать вес. Уэсли громко мурлыкал, когда его гладили, и вскоре стал идеальным другом для объятий. Замечательная трансформация заняла меньше недели. Котенок постоянно мурлыкал и искал ласки со стороны приемной мамы. Уэсли мяукает, когда я перестаю его гладить. Ему просто хочется любви и ласки. Он хорошо ест, с каждым днем становится все увереннее в общении с людьми. Один из людей, нашедших его, спрашивает о его усыновлении. Уэсли переворачивается на бок, чтобы потереть живот, и наклоняется к Джинни каждый раз, когда она входит в комнату. Он счастлив, что у него теплое гнездышко, хорошая еда и легко доступные объятия. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания.